Замены реестра, каких-либо объектов, да и само скрещивание систем – тема очень интересная. По крайней мере, для меня это так. На канале неоднократно бывало что-то подобное, и в каждом случае результат был совершенно разным. Нет, здесь мы не будем как-то скрещивать Linux и Windows, так как эти две системы фундаментально разные. Хотя на это было бы очень прикольно посмотреть. Так вот, Windows сама по себе система очень популярная и имеет большую долю рынка операционных систем. Но из-за своей закрытости в плане исходного кода люди не могут просто взять и как-либо форкнуть исходный код с целью адаптации под себя. Однако, из-за своей загадочной закрытости, неравнодушные разработчики делают свою операционную систему, которая пытается быть похожей на Windows как в плане внешнего вида, так и по его внутреннему кодовому строению. И это все чудо называется ReactOS. Если говорить кратко, ReactOS — это международный проект бесплатной операционной системы с открытым исходным кодом и совместимый с приложениями и драйверами, которые написаны и созданы под Windows. ReactOS, кроме своих наработок, использует и части кода Wine для реализации функционала Windows API, RDesktop для реализации клиента удаленного рабочего стола, Mesa 3D для реализации графического API OpenGL и так далее. Вот так и пытаются повторить Windows, несмотря на неоднократно слитые или выложенные самим Microsoft ее же исходники. К слову об исходных кодах. В 2006 году был случай, когда команде разработчиков ReactOS пришлось закрыть свой репозиторий для людей, которые не причастны к самой разработке системы, из-за подозрения одного бывшего разработчика в использовании диsaссемблирования оригинального продукта, или же диsaссемблирования Windows. В 2007 году весь код проверили, ничего не нашли и вернули все обратно. По состоянию на 2023 год проект до сих пор находится на альфа-этапе разработки, причем зародился этот проект аж в 1996 году, но под названием FreeWin95, а в 1998 название проекта было изменено на ReactOS, и с этого момента пошел новый, так скажем, возрастной отсчет. Как некоторые, наверное, могли догадаться, в этом видео мы скрестим этот самый ReactOS с оригинальной Windows. К сожалению, не с новой, так как проект пока еще не дорос до такого. Кратко о системе рассказать я попытался, а теперь можно и озвучить кое-какие условия. В этом видео мы будем скрещивать две системы с ReactOS и наоборот. И мне хочется узнать ответ на вопрос. Может ли ReactOS, несмотря на свое ядро, которое пытается быть похожим на Windows, заменить эту самую оригинальную систему вживую? Мы будем использовать последнюю, на момент снятия данного видео, ночную сборку ReactOS. В плане программ у нас здесь будет Microsoft Office 2003, MyPal 68, Total Commander и Winamp 5.6. Это все нужно для того, чтобы поверхностно продемонстрировать работу программ на этих системах. А что будет использоваться в качестве второй подопытной системы? Как уже было сказано в начале, мы не будем скрещивать ReactOS с Windows 11, так как это попросту не будет логичным. Мы будем скрещивать ее с той системой, на совместимость которой она нацелена. А официально она нацелена на совместимость с Windows XP и Windows Server 2003. Я лично возьму Windows XP. Ну и еще я хочу взять Windows Vista. Данная система уже не XP, но еще и не Windows 7. Это что-то среднего звена. Сейчас пришло время разобраться с ReactOS. Я устанавливаю ночную сборку ReactOS, которая датируется 12 февраля 2023 года. Устанавливаю это все на VMware. VMware всегда создает жесткие диски в собственном формате – VMDK. Но эти самые VMDK диски открываются через тот же банальный 7-zip, и если мне что-то нужно будет оттуда вытащить, то это сделаем без проблем. И оно реально открывается, как бы это смешно ни звучало. После установки ReactOS ставим демонстрационный софт, и по крайней мере он в этой системе ставится. Уже хорошо. Почему я задел эту тему? Дело в том, что пусть образ системы и мало весит, даже в послеустановочном виде это какие-то жалкие 260 мегабайт, система имеет множество недочетов и багов, из-за которых ощущается некоторое падение стабильности. Да и скажу честно, система в некоторых моментах очень хрупка. За кадром, потыкавший эту систему еще некоторое время, я понял, что на VMware она работает немного хуже, чем на VirtualBox. Ну
Ну и ладно, миримся с этим, устанавливаем все тестовые программы до конца, делаем дамп системного реестра и начинаем тестирование. Начнем с Windows XP. Система содержит все последние установленные обновления, которые были выпущены во время поддержки системы до апреля 2014 года. Эти обновления приносили с собой Windows Media Player 11, Internet Explorer 8, Windows PowerShell, улучшенный системный поиск Windows Search и так далее. Я это говорю неспроста, более подробно узнаете позднее. Перед нами полноценная живая система с установленным софтом. Все запускается, открывается и воспроизводится. Я уже подключил отдельный жесткий диск с полноценно установленной ReactOS к компьютеру с Windows XP. Перед тем, как мы начнем заменять файлы, нам понадобится программа Total Commander. Установленный пароль к нашему аккаунту, чтобы в этом самом Total Commander при замене файлов мы могли использовать наши права администратора, так как без установленного пароля этот файловый менеджер будет отклонять запросы на получение повышенных привилегий. Также нам нужно будет завершить процесс explorer.exe и удалить содержимое папки DLL Cache, которая находится по пути C Windows System 32. Папка DLL Cache в версиях Windows до Vista используется службой Windows File Protection. Главная и единственная ее задача состоит в обеспечении целостности системных файлов. В двух словах, эта служба хранит копию каждого защищаемого файла в каталоге DLL Cache и использует эту копию для восстановления файла, если кто-либо пытается заменить или изменить защищаемый файл. Со следующих версий Windows идея с защитой развивается с папки DLL Cache в папку WinSXS. После удаления содержимого папки DLL Cache и замены файлов, система будет множество раз просить вставить установочный диск для восстановления системных файлов. От этого мы, конечно же, отказываемся. Мы заменяем все папки в диске C и содержимое папки Windows. Еще под конец скопируем папку ReactOS, мало ли это как-то повлияет. Во время переноса папок некоторые файлы заменены не будут, так как они, к сожалению, используются системой на данный момент. Это как минимум касается файлов ksrss.exe, lsas.exe, winlogan.exe и их привязанных DLL файлов. Но это, наверное, к лучшему, так как если менять все сразу через Windows PE, то высока вероятность того, что все просто упадет при первом же тестовом запуске. В качестве примера успешной замены можно вызвать диспетчер задач, и вот, он вполне себе работает и почти никак не отличается от родного диспетчера. И кстати, после замены системных файлов у нас почему-то не меняется раскладка клавиатуры, хотя я жму Alt-Shift, и причем очень много раз. Диспетчера задач мне недостаточно, я хочу запустить что-нибудь, да и вообще, я хочу видеть свой рабочий стол. Запускаю explorer.exe и... перед нами ошибка ReactOS C++ Runtime Library. То есть возникает проблема с программой. Но ее можно проигнорировать. Повторить еще раз, если ты не понял до конца, или вообще сказать «я передумал» и просто все закрыть. Если мы нажмем повтор, то нам просто сообщают о том, что в приложении произошла ошибка и все логи были сохранены в текстовый файл на рабочем столе. Как уже можно понять, доктор Ватсон из ReactOS тоже беспрепятственно подтянулся в эту систему. Вернемся к ошибке. Если нажать на «Продолжить», то приложение начинает свою работу, пусть, конечно, и с долгой подготовкой. И вот так выглядит explorer.exe из ReactOS Windows XP. С виду отличий 0. Кроме уведомлений, они, кажись, объявили о внезапной миграции в левую часть панели задач. Что ж, бывает. Спасибо, что это вообще можно закрыть. Все наши панели инструментов в виде показа раскладки клавиатуры, панели быстрого запуска и быстрого поиска работают. Ну почти. Поначалу он пожалуется на отсутствующую точку входа в системном файле, но все же в конечном итоге панель поиска открывается. И даже ищет файлы. Через кучу ошибок, но ищет. Если по стандарту Windows XP имеется новое меню пуск наряду с его классическим вариантом из прошлых версий Windows, то в проводнике ReactOS только классический вариант, причем чутка вырезанный, здесь не будет кнопки выхода из системы. А новый вариант меню пуск мы не включим, потому что это просто не реализовано со стороны ReactOS. Теперь можно перейти к панели управления, и при ее запуске можно видеть ту же ошибку о отсутствующей точке входа, название которой отличается одной буквой.
Некоторые аплеты панели управления все же заменились, даже иконки из стандартных папок администрирования и шрифты. Свойства системы работают, за исключением таймера с показом времени работы системного сеанса. Диспетчер устройства работает, но вначале подтормаживает. Учетных записей пользователей стало двое, одна из ReactOS, а другая из Windows XP, и вторая как раз не работает, так как оригинальный аплет учетных записей пользователей построен на движке Internet Explorer. Настройки оформления экрана также работают, без каких-либо ошибок, и посмотрите, как после скрещивания двух систем меняется тема оформления. Теперь пришло время посмотреть на работу приложений, как стандартных, так и сторонних. Начнем с Windows Media Player. Он так-то открывается, но вместо содержимого мы просто ничего не видим. И при этом приложение не считается системой как зависшее. При попытке включить какую-нибудь музыку с этого плеера, программа просто вылетает. Точно так же касается и стандартного браузера. Кстати, вот так выглядит лог-файл, который оставляет местный доктор Ватсон. Обычные стандартные приложения в виде того же Paint, блокнота, командной строки и так далее работают, рисуют и сохраняют. С выходом Windows XP было добавлено понятие как экран приветствия, который позволял быстро переключаться между созданными в системе аккаунтами, без выхода из своего. Возможность не запоминать имя пользователя, так как все подгружает за тебя система, и содержала различные мелкие фичи в виде подсказок для пароля. Однако в ReactOS нет экрана приветствия, имеется только классический вариант экрана входа в систему. Но есть файл logonui.exe, который там просто как заглушка. Однако на XP он внезапно работает, и у меня есть вопрос. Что это и как мне это понимать? Это файл из ReactOS, даже имеет описание как ReactOS Logon User Interface Host. Microsoft Management Console, а точнее ReactOS Management Console, просто показывает пустое окно, и из своих MMC здесь не открывает ничего. Поэтому облом вам, а не управление службами или дисками. Microsoft Office здесь работает на честном слове. Вполне удовлетворительно работает только Microsoft Word, однако при нажатии кнопки «Печать» сразу же откисает. Excel и PowerPoint вообще отказались запускаться по неизвестным даже им причинам. Winamp здесь работает, но музыка играется с проблемами в виде исчезновения всего звука на несколько миллисекунд. Да, в видео вы это не услышите, но уж поверьте на слово. Сторонний браузер работает вообще отлично, все открывается и показывается так, как было и до замены. А если еще совместить реестр ReactOS с реестром Windows XP, то ничего особо не поменяется. Армагеддон не случится, но вот брендмауэр и звук сломаются окончательно. Да и вдобавок появится страшное окно с текстом «Вы нарушаете лицензию на программу, изменение ключа продукта не допускается». Однако, если нажать кнопку «Ок», то ничего страшного не случается. В конечном итоге выходим из системы, и нам сразу бросается синий экран смерти с кодом C4021A, который обозначает внезапное завершение работы Windows Logon Process. А внезапно ли это завершение? Вопрос, конечно, хороший даже для меня. И после перезагрузки система не запускается. То ли это так слияние двух систем повлияло, то ли окно с оповещением о нарушении лицензии сделало свое дело, то ли это просто обычное совпадение. Честно, не совсем точно понятно. Сейчас самое время рассказать ответ на вопрос, почему была использована Windows XP со всеми последними установленными обновлениями. Дело все в том, что если это провернуть на какой-нибудь SP0 или же SP3 от 2008 года, то более-менее адекватного результата не получится. Именно поэтому и был сделан подобный шаг. Теперь я думаю, что настало время перейти с Windows XP на систему чуть более позднюю – Windows Vista. Здесь, чтобы заменить какие-либо системные файлы, нужно слегка напрячь голову. Начиная с Windows Vista, здесь кое-как усилена безопасность системных файлов и папок. То есть, просто так взять и переместить, удалить, переименовать системный файл там не получится. Вас попросят запросить разрешение на это действие у владельца данного объекта или того, у кого имеются права на изменение файла.
А все эти самые системные файлы и папки закреплены за Trusted Installer, что-то типа учетной записи, но с некоторым подвохом. Эта учетная запись является целой системной службой Windows Modules Installer, установщик модулей Windows. Более подробно о пользователях Windows я попытался показать в одном из своих прошлых видео. Ссылка в подсказке. Кроме принудительного владения всех системных файлов, нам нужно отключить User Account Control и Windows File Protection через реестр. После всего этого отключения, переназначения прав владельца ко всему, что только можно на себя, и мольбы на коленях у Trusted Installer, мы можем делать с системными файлами все что угодно. Поэтому делаем все по классике. Открываем Total Commander, закрываем через диспетчер задач файл explorer.exe и начинаем заменять. Знаете, гаджеты я тоже прикрою. Конечно же, как и Windows XP, некоторые системные файлы заменены не будут, потому что, очевидно, прямо сейчас они используются системой. После замены уже можно запустить explorer.exe, и если он Windows XP хоть как-то работал, то Windows Vista тебя просто разворачивают с ошибкой 0xc40142. Настройки совместимости выставлять нет смысла, так как при открытии этой вкладки окно и породивший это окно процесс просто вылетают. То есть, что я имею в виду? Если вы, например, через тот же условный ресурс хакер, допустим, в окне выполнить будете искать explorer.exe, и там откроете свойства файла, а в этом окне выберете вкладку совместимость, то вылетит как и окно свойств файла, так и сам ресурс хакер целиком. Проще говоря, вылетает вся ветвь одного процесса. Панель управления здесь также не запустится по причине того, что она сначала запускает Explorer.exe, а только потом открывает с его помощью нужный раздел. Даже CPL файлы, причем практически все, отказываются запускаться, кроме настроек звука, мыши и экрана. Самый любопытный из трех имеющихся — это свойство экрана. Оно, по крайней мере, работает. Показывает нам заставки, ставит иконки на рабочий стол, по крайней мере, дает нам вид, что оно это делает, и меняет системную тему. Пусть предварительный просмотр темы и сломан, но оно ее меняет с Aero на классическую совершенно исправно. Но вот только обратно уже все, сил нет. Либо он вистовские темы не понимает, либо диспетчер окон рабочего стола просто-напросто сказал адиос. Windows Media Player ведет себя точно так же, стандартное приложение видеоредактора, реестра, блокнота, пейнта и прочие мелочи все так же нормально работают, и настало время перезагружаться. Кстати, забавный момент. Когда мы нажимаем на перезагрузку, то на первый взгляд нам кажется, что ничего не происходит. Вот прям совсем ничего. Но внезапно закрываются все окна, и я понимаю, что перезагрузка так-то происходит, но вот экрана завершения работы просто нет. За экраны приветствия, блокировки и выбора аккаунта завершения работы отвечает файл loginui.exe. Ну а так как в ReactOS этот файл просто как заглушка, то по сути мы просто видим фон рабочего стола, который позже резко меняется на черный цвет, а курсор в системе принимает застывшее положение. Во время перезагрузки нас встречает Windows Boot Manager с сообщением о том, что он не может проверить цифровую подпись системного файла. Как-то так. И причем это на любом варианте, кстати. Windows XP и Windows Vista с ReactOS мы проверили, и самое время изменить условия. Сделаем ход знаменитой желтой карточкой или же скопируем файлы Windows XP в ReactOS. Наверное, как-то немного уже поднадоел с этими заменами. Простите, пожалуйста. Если же все делать наоборот, то тут еще сложнее. Дело не в защитах на системные файлы или какие-либо там UAC. Дело вот в чем. И это показаны не все падения. Зато если на моменте копирования файлов выходит синий экран, то после перезапуска все как ни в чем не бывало. После всей этой заварухи с заменой файлов мы получаем полный кирпич,
который не имеет доступа в сеть, не может запустить рабочий стол и панель управления, имеет нарушенную работу системы пользователей и в конце концов повалится даже до завершения процесса. После перезапуска загрузчик сообщает о проблеме с загрузкой некоторых драйверов, и после также валится в синий экран. Что примечательно, здесь почему-то написано Windows вместо ReactOS. Каким-то чудом изменился файл с ядром системы? Этот вопрос уже останется загадкой. Что мы имеем в итоге? Начнем с ответа на вопрос, который был поставлен в начале видео. Нет, не заменит. Да и это, конечно, немного странная идея, однако что мне только не придет в голову. Хотя я вообще не отрицаю того факта, что, может, это кто-то снимал и до меня. И мне кажется, что это вышла очередная безумная идея. Если отбросить все эти слова, то я хочу пожелать удачи всем причастным к разработке ReactOS людям. И я надеюсь, что своими глазами увижу тот момент, когда проект официально выйдет в бета-тестирование. Очень надеюсь. А пока этого еще не случилось, предлагаю посмотреть другие мои видео. Они также интересные. Заодно подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые интересные видео. Давайте вместе достигнем 75 тысяч подписчиков. Все же вместе интереснее. Огромное спасибо людям, которые поддерживают канал, и вам всем за просмотр. До новых встреч, дорогие друзья.